Вы думаете, вы знаете, что такое пустыня? Бескрайнее море песка, опаленное солнцем, безмолвное и безжизненное. Место, где нет ничего, кроме тишины, времени и ветра. Нам веками внушали, Сахара — это шрам на теле планеты, пустошь, где жизнь невозможна. Но что, если это величайшая ложь в истории? Что, если под слоями песка скрывается не безмолвие, а память? Колоссальное хранилище, в котором покоятся следы цивилизации, знания и технологии, слишком неудобные для современного мира. Сегодня мы не повторим школьные формулы. Мы спустимся глубже, в самое сердце этой тайны. Мы вскроем 10 самых охраняемых секретов Сахары и докажем, пустыня не мертва. Она ждет. После этого путешествия вы уже никогда не посмотрите на песок прежними глазами. 10 место. Пещера пловцов. Наше расследование начинается с загадки, столь же прекрасной, сколь и нелогичной. Пещера пловцов расположена в одном из самых засушливых мест планеты, на юго-западе Египта, на плато Гильф-Кебир. Здесь дождь — событие, происходящее раз в поколение. В 1933 году венгерский исследователь Ласло Алмаши, тот самый, чья история легла в основу английского пациента, наткнулся на это место. То, что он увидел на стенах, бросало вызов здравому смыслу. Сотни изображений людей, плывущих в воде. Фигуры, нарисованные охрой, двигались в ритме браса, точно как пловцы в современном бассейне. Ученые быстро предложили объяснение. Рисункам около 10 тысяч лет, и они относятся к эпохе так называемой «зеленой Сахары», когда пустыня была краем рек, озер и буйной растительности. Казалось бы, все логично. Древние люди рисовали то, что видели. Но стоит приглядеться, и картина трескается. Некоторые фигуры не плывут, они парят. Их тела вытянуты, изогнуты, словно в невесомости. Они будто находятся не в воде, а в иной гравитации. А рядом — странные безголовые существа, прозванные зверями. Они не похожи ни на одно известное животное. Пещера пловцов — это не просто сцены из доисторического быта. Это первый намек. Вопрос, замаскированный под ответ. Намек на то, что в зеленой Сахаре происходило нечто большее, чем просто жизнь у озера. 9 место. Монстр из Тенере. Из мира рисунков к останкам существа, которое не должно было существовать. В пустыне Тенере, на территории современного Нигера, палеонтологи извлекли из песка череп доисторического крокодила. Но это был необычный хищник. Его длина превышала 12 метров. Зубы толстые, изогнутые, как клыки кабана. Это был не водный охотник. Он рвал добычу на суше. Этому чудовищу дали имя Саркозух-император или кабан-крокодил. Но странность не в нем. В одном из черепов позднего периода нашли идеально круглое отверстие, с оплавленными краями, словно прожженное. Компьютерная томография показала следы неизвестного сплава вокруг раны. Не металлического, но явно искусственного происхождения. Это не след зубов, не эрозия. И уж точно не молния. Похоже на выстрел или на хирургическое вмешательство. Ученые выдвинули версии от редких заболеваний до природных катастроф, но ни одна не объяснила оплавленные края. Этот череп — безмолвный свидетель. Он намекает, в древней Сахаре могли действовать силы и технологии, не принадлежащие ни человеку, ни животному миру. 8 место. Каменные врата Аравии. Пустыня не знает границ. Следующая загадка ведет нас в Саудовскую Аравию, в регион Алула.
В 2017 году археологи, изучая спутниковые снимки, заметили странные структуры. Тысячи древних каменных сооружений, разбросанных по лавовым полям. Около 400 из них имели особую форму — длинные прямоугольники с утолщениями на концах. Их назвали мустатилы или врата. Некоторые достигали длины в полкилометра. Но это не жилища, не гробницы и не крепости. Внутри почти нет артефактов, лишь кости животных, следы древних ритуалов. Их возраст превышает 7000 лет. Они старше Стоунхенджа и пирамид. И все же загадка в другом. Форма этих сооружений понятна только с высоты. С земли — лишь хаос камней. Зачем древние строили нечто, что можно увидеть только с неба? Для богов? Для тех, кто мог летать? Некоторые мустатилы ориентированы по линиям солнцестояния, другие совпадают с местами высохших источников. Это была сеть. Карта, понятная лишь наблюдателю с высоты. Послание, отправленное в небо 7000 лет назад. 7. Место. Люди из Гоберо. 2005 год. Сердце Нигера. Палеонтолог Пол Сирено искал динозавров, а нашел людей. Под песками лежало кладбище возрастом 10 000 лет. Когда-то здесь плескалось огромное озеро, и жили два народа. Первых назвали кефийцы, высокие, сильные охотники. Они исчезли вместе с водой. Через 1000 лет сюда пришли другие, тенерийцы. Невысокие, более изящные скотоводы и рыбаки. Два народа, разделенные тысячелетием, выбрали одно место для жизни и смерти. Погребения поразительны. Женщина и двое детей, уложенные на ложе из цветов. Мужчина с головой, спрятанной в глиняный горшок. Пара, похороненная лицом к лицу, рука об руку, 8000 лет вместе. Но главное открытие — генетическое. Ни кефийцы, ни тенерийцы не связаны с современными африканскими народами. Это исчезнувшие ветви человечества. Целые народы, стертые временем. Гоберо — это не кладбище людей, это кладбище миров. 6. место. Тайна Тасилин-Аджер. Алжир. Плато Тасилин-Аджер. Музей под открытым небом. Более 15 000 фресок и гравюр. Охота, танцы, быт, ритуалы. Но среди них образы, не поддающиеся объяснению. Гигантские фигуры высотой до 6 метров. Без ртов. С круглыми головами, похожими на шлемы. С темными глазами, глядящими в вечность. Некоторые будто парят в воздухе. Ученые называют их круглоголовыми. Официальная версия — шаманы в ритуальных масках, изображающие духов. Но почему эти духи выглядят как существа в скафандрах? Почему в руках у них предметы, напоминающие устройства? Самая известная фигура — великий бог Марсиан. Для кого-то это духи, для кого-то — доказательство контакта с иными мирами. Плато Тасилин-Аджер остается зеркалом, в котором каждый видит свое отражение — науку, веру или тайну. 5. место. Исчезновение зеленой Сахары. Самая великая загадка Сахары — не артефакты, а сама пустыня. Когда-то здесь текли реки и стояли города. Спутниковые радары НАСА и Европейского космического агентства, способные видеть сквозь песок, обнаружили следы гигантских дельт и озер, одно из которых — озеро Мега-Чад, крупнейшее пресноводное на Земле. Но около 5000 лет назад все изменилось. Внезапно. Исследования в журнале Nature показали, переход от влажного климата к засушливому занял не тысячелетия, а десятилетия. Это была климатическая катастрофа невиданного масштаба. Причиной называют изменения в орбите Земли.
но скорость превращения не укладывается в расчеты. А теперь карты. Самая известная — карта Пири-Рейса 1513 года. Она поразительно точно изображает берега Южной Америки и Антарктиды без льда. Но существуют и другие, менее известные. Например, карта Терра-Сахара XV века, на которой Сахара показана с реками, озерами и городами. Когда современные лидарные сканы наложили на нее данные, совпадения оказались поразительными. Следы погребенных рек и древних поселений совпали с рисунками средневековых картографов. Откуда они знали? Сам Пири-Рейс писал, что пользовался древними источниками, уходящими к временам Александра Македонского. Исчезновение зеленой сахары — возможно, крупнейшая катастрофа в истории человечества. Она стерла целые цивилизации, оставив после себя только песок и память, спрятанную в древних картах. 4 место. Глаз Сахары. В Мавритании, в центре пустыни, находится образование, видимое даже из космоса. Структура Решат, или глаз Сахары. Диаметр 40 километров. Совершенные концентрические кольца, словно гигантская мишень. Геологи называют это эродированным куполом, поднявшимся из недр и разрушенным временем. Но идеальная симметрия не дает покоя. Есть версия, что это след Атлантиды. Платон описывал город из 3 колец воды и 2 колец земли, диаметром около 23 километров. Внутреннее кольцо Решата почти столько же. Атлантида, по Платону, находилась за Геркулесовыми столпами, за Гибралтаром. Африка подходит под это описание. Совпадение? Возможно. Но их слишком много. Современные дроны фиксируют на поверхности закономерности, напоминающие планировку города. Некоторые отчеты утверждают, в центре зафиксированы электромагнитные импульсы неизвестного происхождения. Глаз Сахары — возможно, не просто геологическая форма, а окно в прошлое, в миф, который слишком долго считали легендой. 3 место. Звезды Напта-Плаи. На юге Египта, в Нубийской пустыне, лежит место под названием Напта-Плая. Сегодня это бесплодная равнина. Но 10 тысяч лет назад здесь шумело озеро, и жили люди, наблюдавшие за небом. В 1974 году археологи нашли здесь каменный круг диаметром 4 метра, первый в мире календарь. 2 пары камней указывали север-юг и восток-запад. С его помощью определяли день летнего солнцестояния. Его возраст — 7000 лет до нашей эры. Он старше Стоунхенджа на 1000 лет. Но это только начало. Рядом 5 линий стоячих камней. Астрофизик Томас Брофи доказал, их расположение точно соответствует звездам пояса и головы Ориона. Камни показывают не только карту неба, но и движение звезд во времени. Это был астрономический компьютер из камня. Когда климат изменился, эти люди ушли, вероятно, в долину Нила. И, возможно, именно они стали предками египетских жрецов, первых астрономов-фараонов. Напта-Плая — колыбель египетской мысли, погребенная под песком. 2 место. Пустынное стекло. На границе Египта и Ливии, среди дюн Великого песчаного моря, раскинулись поля желто-зеленого стекла. Это ливийское пустынное стекло — самое чистое природное стекло на планете, до 98% кремнезема. Фараон Тутанхамон носил на груди амулет — скоробей, вырезанный именно из этого стекла. Чтобы создать подобный материал, нужна температура не менее 1800 градусов. Откуда такая жара в сердце пустыни? Версия о метеорите долго считалась главной, но в районе нет ни кратера, ни следов метеоритного вещества. Стекло состоит исключительно из земных элементов.
Если это не удар из космоса, то что? Какая сила расплавила тысячи тонн песка? Некоторые древние тексты, включая Махабхарату, описывают оружие богов, оставляющее после себя оплавленную землю. Ливийское стекло — возможно, след древней катастрофы, способной выделить больше тепла, чем атомный взрыв. 29 миллионов лет назад здесь произошло нечто, что до сих пор не имеет объяснения. Первое. Место. Запретная зона. Вершина всех загадок. Не в прошлом, а в настоящем. В 2025 году частная экспедиция, исследовавшая Сахару с помощью дронов, зафиксировала нечто невозможное. Под песком структура идеальной геометрии, излучающая тепло. Снимки просочились в сеть. Через 48 часов район был оцеплен военными. Воздушное пространство закрыто. Никаких комментариев. Тишина. Что скрывают в сердце пустыни? Древний город, секретную базу или нечто иное? Местные жители Мавритании давно рассказывали о проклятом холме, где глохнут моторы и сходят с ума компасы. В 2018 году георадар подтвердил: под холмом на глубине 20 метров симметричная ступенчатая пирамида из базальта, ориентированная по звездам пояса Ориона. После этого район закрыли. Работы остановлены. Доступ получили лишь частные подрядчики, связанные с оборонными структурами. Что они ищут или что прячут? В 2021 году в Нубийской пустыне обнаружили пещеру с гравировками, напоминающими двоичный код. Когда символы расшифровали, они оказались координатами глобальной системы позиционирования, указывающими точно в центр глаза Сахары. Как древние могли создать цифровой код тысячелетия назад? И что это? Предупреждение, призыв или ключ? Пустыня — это не мертвое море песка. Это библиотека, архив планеты. И кто-то, возможно, уже нашел способ его открыть. После этого трудно сказать, что мы знаем свой мир. Скорее, он только начинает открывать себя нам. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.